Новая схема коммутации пластин позволила снизить внутреннее паразитное замыкание и значительно снизить нагрев электролизера. Здравствуйте! После последней переделки мой электролизер значительно улучшил свои рабочие характеристики и стал эффективнее. При таком биполярном включении пластин крайне рекомендую шахматный порядок расположения внутренних отверстий. Тем не менее, еще осталась проблема с его нагревом. При непрерывной работе в течение 2 часов эта фильтр-пресная конструкция нагрелась почти до 70 градусов. Видно даже пар внутри. Нагрузка была в районе всего 1/3, то есть при полной расчетной нагрузке в 30 ампер аппарат очевидно закипел бы как чайник. Чаще всего эту проблему пытаются решить дополнительной системой охлаждения в виде кулеров. На мой взгляд, это малоэффективно увеличивает габарит, создает шум и усложняет конструкцию. Я же решил продолжить разбираться с причиной нагрева и попробовать в очередной раз переделать конструкцию. Итак, для питания я выбрал безопасное напряжение 12 вольт. Принимая, что среднее напряжение на ячейке должно быть 2 вольта, получаю 6 переходов через электролит. Это вид сверху на сплошные пластины, а пропуски будут означать расположение отверстий. При первом тестировании лизера отверстия были расположены прямо для хорошего прохождения воды. Между крайними пластинами этой пачки ячеек разность потенциалов 12 вольт. Высокоэлектропроводящие водные растворы имеют нелинейную вольтамперную характеристику. По этой причине через внутреннее отверстие образуется канал проводимости между проводниками с большой разницей потенциалов. При первом же тесте я обнаружил этот казус. Несмотря на то, что площадь пластин на порядке больше площади отверстий, внутренние пластины практически не работали. На крайней пластине было видно, что образование газа происходит в районе отверстия. Данное явление по сути замыкание в обход промежуточных пластин, которое снизило эффективность в 3 раза. Шахматный порядок расположения отверстий помогает существенно удлинить маршрут паразитного канала проводимости. Практика показала, что это значительно помогает нейтрализовать проблему, но, конечно, не полностью. Во-первых, удлиненный, но канал все равно присутствует. Во-вторых, через те же отверстия остаются каналы прямой проводимости между соседними пластинами с разницей потенциалов в 4 вольта. Выходит, что отверстия между пластинами – это зло? Получается, что так, но ведь они нужны для пополнения ячеек раствором. Тут, казалось бы, намечен технический тупик, но было разработано новое решение. Итак, в одной пачке 6 ячеек. В реальном лизере таких пачек обычно несколько штук. Вот, например, их 2, а вот 4. Допустим, всего 3 пачки. Они подключаются параллельно. То есть перед нами последовательное и параллельное подключение одновременно. Теперь возьмем такую же гармошку из 18 ячеек. А здесь я решил подать разницу потенциалов 12 вольт только на крайние пластины. Чтобы в этой длинной цепочке происходил лизис, мне нужно организовать 6 последовательных переходов через электролит. И я это сделаю, просто соединяя некоторые пластины через одну проводами. То есть здесь появляются параллельные монополярные блоки ячеек, которые выстраиваются в биполярную цепочку. Разными цветами сейчас отмечу эти переходы через электролит. Итак, в старой версии было 3 канала паразитной проводимости 12 вольт. В новой версии это всего 1 канал, который еще и удлинился в 3 раза. В старой версии было 15 каналов прямой паразитной проводимости 4 вольта.
В новой версии их осталось только 5. То есть разница между старым и новым вариантами исполнения электролизеров только в схеме коммутации пластин, но при этом все паразитные каналы сокращаются в 3 раза. Я подумал, что наверняка уже кому-то ранее такая идея приходила, и сразу нашел в сети патент. Григорьян Сергей все подробно описал и изобразил ту же схему подключения. Он также подтвердил мои догадки о том, что такой электролизер будет гораздо меньше греться. Согласно новой схеме, каждая пластина должна иметь вывод для коммутации. В этом лизере такая возможность не предусматривалась вообще, поэтому мне придется укорачивать весь этот пирог. Алмазным кругом я вырезал 19 одинаковых пластин новой формы, а также сделал в них отверстия диаметром 6. Само собой, отшлифовал все кромки. Торцевые стенки из поликарбоната толщиной 10 пришлось также укоротить, просверлить и нарезать резьбу под штуцер в другом месте. Несмотря на свою эластичность, поликарбонат после нескольких сильных затяжек пустил трещины с торцевой стороны. Прокладки будут из щелочестойкой резины толщиной 3 мм. Практика показала, что профиля шириной 10 мм достаточно для герметизации. Рабочий профиль ячейки получился квадратным с внутренним размером 12 на 12 см. Ширина и расположение контактных выводов сконфигурированы так, чтобы при перевороте они не пересекались, а также стяжные болты могли свободно пройти. Эти группы электродов по 3 штуки теперь нужно как-то соединить. Я решил их спаять между собой мягким припоем. Нашел у себя пруток припоя советских времен. В качестве флюса буду использовать ортофосфорную кислоту. Мажу на поверхность этой нержавеющей стали марки 304. Кусочек припоя. Не могу похвастаться, что у меня сразу все хорошо получается. Но немного практики с паяльником мощностью 100 Вт, и это уже на что-то похоже. Залудил контакты этих двух соседних групп и согнул их так, чтобы при сборке они хорошо прилегали. При прогреве теперь припой сольется и детали окажутся крепко связанными. Остывать такому стыку, наверное, лучше в сжатом состоянии. Интересно, насколько прочное соединение. Чувствуется, что склеилось очень хорошо. Наверное, это гораздо лучше, чем соединять болтами, так и площадь контакта значительно больше. В общем, процесс был поделен на этапы. Первый – это предварительная сборка всего пирога и небольшой изгиб контактов, чтобы ничего не перепутать. Второй – это изгиб контактов на нужный угол, чтобы соединяемые площадки хорошо прилегали. Третий – это лужение всех контактных площадок. Дальше – сборка. Вначале может показаться, что схема соединений сложная, но на самом деле она состоит из простых повторяющихся элементов. Внутренние пластины у меня сгруппированы по 3 штуки, но, конечно, можно увеличивать количество параллельно соединяющихся пластин. Теперь все сжато и готово к финальной пайке. Прогрев 3 контактов сразу упрощается, так как они сведены вместе. Провода соединю уже без болтов, конечно. Сегодня я понял, что паять нержавеющую сталь легко, а контакты получаются гораздо лучше и надежнее, чем резьбовые. Заключительный этап. В принципе, тут все очень просто. Как и раньше, на болтах изоляционная ПВХ-трубка. Получается, что поликарбонат сильно тянуть нельзя, иначе может потрескаться. Герметизация штуцеров опять на фум-ленту. Держит хорошо. Проверка на отсутствие замыканий получилась вообще быстрая. Дальше посмотрим, что у нас с гидродинамикой. Скорость перетекания я бы оценил как удовлетворительную, но, конечно, практика покажет, насколько это важно или нет. Новому лизеру составит пару новый бачок, создание которого я описал в прошлом видео.
И опять пригодится этот гламурный стенд, а то мой ассистент уже месяц об него точит свои когти. В систему залит гидроксид натрия в концентрации 20%. Торжественный запуск новой системы, конечно, не может пройти без ассистента. Ток в районе 1 ампера. Визуально так почти ничего не видно. Вокруг отверстия газ не выделяется. Это хорошо. Увеличим напряжение. 13 вольт, 10 ампер. Процесс пошел. Ассистент что-то наблюдает. Это периодический процесс выхода газов. Это, похоже, расплата за расположение верхних отверстий в шахматном порядке. Газ накапливается внутри, а потом резко выдавливает раствор. Из лизера трубка вывода газов входит в эту почти горизонтальную барботерную трубку. Уровень жидкости в районе середины. Слышу, внутри булькает, значит, все работает, как я и задумал. Эта емкость уже выполняет функцию водяного затвора. Горелку я буду подключать напрямую. Можно видеть скорость, с которой работает система. Внутри довольно сильно булькает, бачок даже покачивается. И теперь я понимаю, что сделать сверху отсек пеногасителя – это было правильное решение. Эти сетки работают как влагоотделитель и не допускают попадания брызг в выходную трубку. Часики я сбрасывал на 0. Уже полчаса работает система. Раствор в трубку не вылетает, она сухая. Лизер немного просадил напряжение. Может быть, он нагрелся за 35 минут работы. 33. При этом в помещении 24. Система работает уже почти час. Всего на 1 градус поднялась. Это замечательно. Давайте сделаем замер производительности. 500 мл получилось за 56 секунд. Расчетные затраты получаются 4,09. Таким образом, это подтверждает, что данный способ коммутации действительно снизил внутреннее паразитное замыкание, которое просто приводит к бесполезному нагреву. У меня, конечно, остается вопрос еще к газонаполнению. Кстати, я же взял значение напряжения прямо с блока питания, а оно завышено. Поэтому сейчас, после 1,5 часов работы, будет реванш. Тот же ток. Поэтому получается та же производительность за то же самое время. Напряжение на клеммах лизера на 1 вольт ниже. Поэтому реальный результат это 3,77, что гораздо лучше. Итак, почти 2 часа непрерывной работы с током 10 ампер. Я помню, что в биполярном исполнении в этих условиях он нагревался почти до 70. А сейчас только 40. И я думаю, что никаких кулеров ему не нужно. Итак, согласно моих замеров, биполярный электролизер с множеством прямых сквозных отверстий затрачивал на процесс лизиса 9,12 Вт. Биполярный вариант с шахматным порядком следования отверстия у меня расходовал 4,59 на литр газовой смеси. Да, менялся и межэлектродный зазор, и уменьшалось количество пачек, но тенденция наблюдается очень яркая. Вариант монополярно-биполярного подключения оказался лучшим из них, и это логически обосновано. То есть действительно в биполярном последовательном подключении ячеек очень сильно снижает эффективность внутреннее паразитное замыкание через отверстия в обход пластин. Соответственно, это приводит к бесполезному нагреву. Ну а если говорить о полной эффективности электрохимического преобразования, то следует вспомнить, что Майклом Фарадеем в процессе многочисленных экспериментов были сформулированы законы электролиза. На мой взгляд, данная общая формула расчета, совершаемой электролизом работы, неудобна для расчета объема газов. Советскими инженерами формулы были переведены в более удобный вид.
Получается, что каждый ампер приложенного постоянного тока с каждой ячейки выделяет 629 мл газовой смеси в час, а это уже согласуется с моими экспериментальными данными. Чтобы получить 1 литр в час, необходим ток на уровне 1,59. Майкл также определил и теоретическое напряжение диссоциации в районе 1,23 вольта. Таким образом, если электрохимический процесс будет проходить вообще без джоулевых потерь, то на производство каждого литра смеси будет затрачиваться мощность 1,95 Ватта. Опираясь на это значение, я могу теперь рассчитать эффективность электролизеров. Биполярный с множеством прямых сквозных отверстий через все ячейки. Биполярный, где отверстия идут в шахматном порядке. Монобиполярный, отверстия в шахматном порядке. Работа всего одной ячейки имеет пока лучшую эффективность. Думаю, что собранное мной устройство в последнем лучшем варианте вполне пригодно для работы. Тем не менее, очевидно, что потенциал электрохимического преобразования используется не полностью, и теоретически остается возможность для дальнейшего совершенства. Благодарю за внимание.